Денис открыл сразу, как будто стоял за дверью. Я механически пожал ему руку, зашел в квартиру и молча стал разуваться, не зная, с чего начать, и очень сомневаясь в том, стоит ли вообще ему о чем-либо рассказывать. После всего случившегося, наверное, было бы лучше перенести встречу на другой день и вообще к нему не заходить, но в тот момент я не был в состоянии принимать адекватные решения. Я понимал, что был главным, если не единственным свидетелем преступления, и скоро должен буду рассказать следователю все, что видел. Но сейчас мне не хотелось об этом даже думать. Все, на что я был еще способен, это набрать номер полиции и сообщить, что по такому-то адресу на 7-м этаже у лифта лежат тела 2 убитых людей. Из квартиры Дениса звонить я не хотел и уже начал обуваться, одновременно подыскивая вескую причину, почему мне понадобилось срочно уйти, но Денис виновато заглянул мне в глаза и произнес: «Не надо, Вадик, все уладится». Он, конечно же, имел в виду что-то совершенно другое, что-то пустяшное. Откуда ему было знать, что произошло там, на лестнице? Но я все-таки перестал обуваться. Звонить в полицию мне очень не хотелось. И, хотя я совершенно точно знал, что никак не могут уладиться 2 трупа на лестнице, и что звонить все равно придется, старался отдалить этот момент насколько возможно. Цепляясь за последнюю надежду, я вопросительно посмотрел на него. «О чем ты говоришь?» Он сбивчиво продолжил. «Понимаешь, я не успел еще с этим как следует разобраться. Не удалось достаточно точно определить масштаб времени и синхронизировать события». Заметив недоумение на моем лице, он осекся. «Извини. Будет лучше, если я расскажу все с самого начала. Так вот, пару месяцев назад я наткнулся в интернете на диссертацию одного из последователей профессора Эндрю Таненбаума, в котором доказывалась универсальность законов сетей. Дальше я слушать не стал. Надеяться мне было уже не на что. Какое отношение законы сетей могут иметь к бандитскому нападению? «Денис», — перебил я его, — «извини, но сейчас на это просто нет времени. Надо срочно сообщить в полицию, но я не хочу тебя в это впутывать и звонить из твоей квартиры». «Не надо никуда звонить», — опять остановил меня Денис. «Я же пытаюсь тебе объяснить, что мне просто не удалось в нужный момент синхронизировать события во времени. Пойдем, сейчас я все исправлю». Он ухватил меня за рукав и потащил в свою комнату. Слабо сопротивляясь, я последовал за ним. Множество мониторов было установлено в 3 ряда, и они занимали большую часть стены. Изображение на экранах представляло собой небольшие прямоугольники, в каждом из которых пробегали кадры каких-то, как мне показалось, рекламных роликов. В углу комнаты гудела и мигала разноцветными огоньками серверов высокая черная стойка. Рядом на большом столе искрились фиолетовыми разрядами опутанные проводами стеклянные колбы, спиралевидные трубки и какие-то непонятные конструкции. Под столом лежали бухты проводов. И когда он успел притащить столько аппаратуры в квартиру, подумал я, еще месяц назад ничего не было. Все это, в общем-то, не обязательно. Денис махнул рукой в сторону мониторов. Просто мне так привычнее. Визуальный контроль, так сказать, всевидящее око. Нервно хихикнул он, доставая из холодильника 2 бутылки пива и плюхаясь в кресло. Я глянул на этикетки. «ИПА. Волковской пивоварни. С недавних пор мое любимое, но на душе от этого легче не стало. Я сел в кресло напротив. Денис открыл бутылки, и мы уныло чокнулись.
Звук получился далеко не хрустальный, но неожиданно гармонично подходил к моему теперешнему настроению. Чокаться бутылками с пивом, наверное, глупо. Какой-то уж очень пессимистичный получается звук. Заметив мой интерес к изображениям на мониторах, он быстро пробежал пальцами по клавиатуре, указал мне на одно из окошек и сказал: «Вот, смотри». Окошко тут же увеличилось в размере и легло поверх остальных. На нем я узнал себя. Высокий белобрысый детина в темно-синей ветровке поверх белой футболки, джинсах и кроссовках шел к дому Дениса. Удивительного тут ничего не было. Сейчас, кому не лень, повсюду устанавливают камеры, вот и в их доме, видимо, установили. Я догадался, что окошечки на мониторах с бегущими в них сюжетами — это новое полукриминальное увлечение Дениса подключаться к чужим камерам. Изображение в увеличившемся окне было отличного качества. Увидев на своем лице саркастическую ухмылку, я вспомнил, что именно в этот момент думал о том, что вот сейчас обязательно столкнусь в подъезде с бабой Варей, маленькой и худенькой старушкой, которая непостижимым образом всегда знает, кто, к кому, когда и зачем пришел. Но в этот раз, к моему удивлению, бабы Ваари на ее посту не оказалось. Мне пришла в голову дикая мысль, что в довершение ко всему этому кошмару, в той коробке, которую неизвестный с таким трудом пропихнул в мусоропровод, была баба Варя. А что? Она же могла оказаться свидетелем, которого убийца решил устранить. И именно по этой-то причине ее и не оказалось во дворе, когда я там проходил. Я остановил свою бурную фантазию. Это была уже какая-то из ряда вон выходящая фантасмагория. Намного вероятнее, что баба Варя сидит сейчас дома и пьет чай. Денис щелкнул пару раз мышкой, и я увидел себя уже внутри лифта, озабоченно нащупывающего в темноте нужную кнопку. Никогда не подозревал, что у меня может быть настолько недовольное выражение лица. Да уж, такой рожей только людей пугать. Хорошо хоть, что на этот раз в лифте никого не было. Но зачем же они в лифте камеру поставили? Я видел себя под таким углом, что камера должна была быть вмонтирована прямо в дверь лифта, на уровне моего лица. Очень странное расположение. Но больше всего меня удивило невероятно высокое качество изображения. Я подумал, если для лифта не пожалели такую хорошую камеру, то не может быть, чтобы и на лестнице камер не было. А где камеры, там и запись. В этом случае я оказывался не единственным свидетелем происшествия. Камеру, конечно, нельзя считать свидетелем, но запись — это уже документ. Меня мгновенно осенила довольно корыстная, но рациональная мысль. Если существует такая запись, то это избавило бы меня от неприятных объяснений с полицией и прочих проблем, которые рисовались мне в великом множестве. «Денис, а можно сделать копию этой записи?» — спросил я, отвлекаясь от экрана. «Никакая это не запись», — неожиданно обиделся Денис. «Все, что ты видишь, происходит прямо сейчас». «По-твоему, что, я сейчас сижу в лифте?» — усмехнулся я. Денис взглянул на меня, как на полного придурка, но тут же смутился и сказал: «Я понимаю, это выглядит дико, но то, что ты видишь, происходит прямо сейчас, только в другом векторе нашей реальности. Существует множество вероятностей для одного и того же события. Каждая из вероятностей — это отдельный вектор, или точнее отдельный мир. Параллельно существует огромное множество миров. Сколько именно, никому не известно. Непонятного здесь вообще хоть отбавляй. Например, я обнаружил, что
Мы находимся не в одном из этих векторов миров, а одновременно во многих, если не во всех сразу. Как это возможно, я не знаю. Еще интереснее то, что мы можем перемещаться из одного вектора в другой. Слово «перемещаться» здесь вообще-то не подходит, и я использую его чисто условно, потому что на самом деле мы никуда не перемещаемся. Векторы могут самопроизвольно переплетаться между собой, образовывать что-то типа канатов и даже сливаться друг с другом, или наоборот, один вектор может вдруг разветвиться на несколько. Мне кажется, люди давно подметили это явление, но объяснить не смогли и лишь придумали для него специальное выражение «перипетии судьбы». Как и почему это происходит, мне неизвестно. Довольно глубоко изучив свойства сетей, я пришел к выводу, что этими процессами кто-то управляет. Ни о какой самопроизвольности и спонтанности здесь и речи быть не может. Я подумал, что если детально изучить механизмы взаимодействия векторов, то станет возможным управлять событиями по своему желанию. К сожалению, как оказалось, главное заключается не в том, чтобы изучить и понять законы и механизмы. С этим как-то еще можно справиться, а вот то, что на манипуляции с векторами надо иметь права, стало для меня большой неожиданностью. Как бы тебе объяснить? Ну, ты представляешь себе, что такое права администратора в компьютерной сети? Я кивнул, хотя по правде знал об этом в основном из художественной литературы. Ну, типа копировать файлы, стирать их или создавать новые. Вот. И здесь примерно то же самое. Без прав админа практически ничего в системе сделать невозможно, и никуда, кроме своего домашнего каталога, в нашем случае своего вектора реальности не попадешь, да и там у тебя есть только право смотреть. А уж как ты говоришь, стирать или создавать, извини, нет. «И что же делать?» — спросил я, не понимая, к чему он ведет. «Мы обыкновенные юзеры, и прав админа нам, конечно, никто не даст», — продолжил Денис. Он поднял указательный палец вверх и после небольшой паузы спросил: «А что это значит?» И сам тут же ответил: «Это значит, что жизнь, как и сеть, надо просто хакнуть. Представляешь, что значит хакнуть жизнь и стать ее админом?» «Президентом, что ли?» — съязвил я. «Зря смеешься», — возмутился Денис. «Президент — такой же юзер, как и все остальные. Хакнуть жизнь — это совсем другой уровень. Так вот, мне это удалось, и теперь я могу делать в системе, называемой жизнью». Он замешкался и продолжил. Очень многое. Хотел сказать все, но не буду врать. Знаешь, админы тоже ведь разные бывают. Кто-то может больше, кто-то меньше, но суть не в этом. Он потупился и смущенно произнес: «У меня возникла небольшая проблема. Хотя, по правде, помолчав, продолжил он, большая проблема. Настоящий админ обнаружил, что систему хакнули, и, разумеется, стал разыскивать того, кто это сделал. То есть меня». Он снова замолчал, но, наконец, решившись, продолжил. «Я, как сумел, уничтожил следы. Это было почти невозможно, и, думаю, надолго не поможет. Денис, ты меня разыгрываешь. Этого не может быть», — заявил я. У меня голова шла кругом от всего этого бреда с убийцами и хакерами, которые хакают жизнь. Мне даже стало казаться, что я просто сплю, но вскоре я пришел к неутешительному выводу. Все было слишком по-настоящему, и никаким сном здесь даже и не пахло. Я не сумел оценить огромной важности попавшей в мои руки информации, сокрушенно продолжал Денис. Вместо того, чтобы, не выдавая себя, незаметно изучать открывшиеся возможности, я натворил кучу глупостей. Мне казалось, это просто увлекательная игра, вроде компьютерной. Я потерял осторожность
Когда понял, что обнаружен, было уже поздно. До сих пор мне удается скрываться только чудом. Я молчал, не зная, что на это ответить. Между тем Денис продолжил. Я уже возомнил себя властелином этого, да и всех остальных векторов миров. А на деле оказалось, что я просто маленький нашкодивший котенок, которому хозяин вот-вот задаст трепку, чтобы знал, где ему можно гадить, а где нельзя. «Денис, ты меня совсем запутал». И я толком ничего не понял. «Но, мне кажется, ты преувеличиваешь», — попытался я его успокоить. Он был настолько увлечен своими мыслями, что меня не слушал. Хотелось бы надеяться, что мои действия окажутся для них незначительной шалостью. Внезапно он встрепенулся, хлопнул себя ладонью по лбу и оживленно воскликнул. «Я придумал, что надо делать. Во-первых, разыскать того, кто выложил в сеть эту теорию. Он уж точно знает больше, чем написано в его работе. Похоже, что и информацию эту он опубликовал лишь для того, чтобы найти единомышленников. И сделал это после того, как столкнулся с теми же проблемами, что и я. Не думаю, что многие прочитали его исследования. А если кто-то и прочитал, то, скорее всего, принял все за пустую фантазию или далекую от реальности теорию. Во всяком случае, до сих пор никто и не попытался применить эти знания на практике. Иначе я бы это сразу заметил. «Хорошо», — сдался я. «Если тебе нужна моя помощь, я готов, но сначала хочу разобраться с тем, что произошло в вашем доме. Только что на лестнице были убиты 2 человека. Я не видел самого происшествия, но слышал выстрелы и того, кто стрелял, хотя и не смог его хорошо разглядеть, а потом видел убитых у лифта, и поэтому обязан сообщить обо всем в полицию. Не понимаю, почему ты считаешь, что звонить никуда не надо». «То, о чем ты говоришь, произошло из-за моей ошибки», — сказал Денис. «В нашем векторе реальности это никак не должно было проявиться». «Еще не легче», — возмутился я. «Я даже не хотел тебе ни о чем рассказывать, чтобы не впутывать в эту историю. И не надо ничего рассказывать. Я и так все знаю. Мне пришлось несколько раз менять вектор событий, в которых ты оказался замешан. Я собирался продать это открытие. А твой приход неудачно совпал во времени с моей несостоявшейся встречей с покупателями». «Разве можно это продать?» — удивился я. «Ведь если ты можешь делать с этим миром почти все, что захочешь, зачем что-то продавать? То, что я делаю, — это не изменение мира, а просто выбор наиболее подходящего вектора из множества существующих. Ты ведь знаешь, что иногда случаются события, которые все считают чудом. Например, упал человек с 10-го этажа, а потом вдруг встал и пошел домой, как ни в чем не бывало. После этого все гадают, как это получилось. Может, он удачно упал на кусты, или земля оказалась необыкновенно мягкой в этом месте. Нет, тут дело в том, что некоторые люди способны в стрессовой ситуации спонтанно менять вектор событий, интуитивно выбирая самый безопасный для этого мгновение. И вместо того, чтобы превратиться в лепешку на газоне, преспокойно встают и идут домой, даже не подозревая, что находятся уже в другом векторе, то есть в другом мире. Все окружающее настолько идентично, что почти невозможно заметить, в чем разница. Разве что иногда что-то будет происходить не так, как происходило до сих пор. Например, кошка, всегда любившая гулять во дворе, вдруг станет домоседкой, или сосед, глядевший на тебя косо при встрече, преисполнится к тебе дружеских чувств. Для окружающих такое благополучное падение выглядит чудом, и они только разводят руками. Такие чудеса я могу теперь делать, когда захочу. В общем-то, каждый мог бы, но просто никто не знает как. Он помолчал немного, как будто собираясь с мыслями,
и продолжил. Я решил продать этот секрет, так как за мной началась охота. Думал, что если он перестанет быть секретом, то от меня отстанут. Я понимаю, что слово «продать» звучит в этой ситуации глупо, но не мог же я его подарить. Мне бы просто никто не поверил. Решив так, я обратился в одну серьезную контору, занимающуюся физикой пространства, с предложением поделиться информацией за определенное вознаграждение. В общих чертах рассказал, о чем речь. Их это заинтересовало, и мы должны были встретиться сегодня. Ты видел сам, что из этого получилось. Кто-то изменил их вектор, и они оказались убиты, а убийца даже и не подозревает о своем участии в этом деле. В тот момент, когда он в тебя выстрелил, его пистолет превратился в зонд. Вернее, не превратился, а просто тот с пистолетом перешел в другой вектор реальности, а этот с зонтом в наш. Так что наш убийца никогда пистолета и в руках не держал. Ты сказал, что первый все же выстрелил, значит, другой я, который стоял у окна в том другом векторе. «Теперь убит?» — Денис нахмурился. «Да, возможно, что убит», — произнес он смущенно. «Но какое тебе до него дело? Считай, что ничего не произошло». «Вот это да!» — возмутился я. «Как это ничего не произошло? Какой-то тощий оборванец пристрелил меня только за то, что я оказался на лестнице одновременно с ним. А ты говоришь, ничего не произошло? Ну, в самом деле, Вадик, мало ли что может происходить в других векторах. Ну какое тебе до них дело? События там никак с тобой не связаны. Ты ничего об этом даже и не узнал бы, если бы я не рассказал. Какой смысл об этом волноваться? Кроме того, возможно, в том векторе ты и к окну-то не подходил. Попытался он меня успокоить. Нет, теперь-то я знаю. И неважно, подходил или не подходил. Все равно мне это совсем не нравится. Продолжал я возмущаться. «Посмотрел бы я на тебя, если бы такое произошло с тобой», — добавил я. И тут же почувствовал, что затронул очень неприятную для Дениса тему. Он нахмурился и, наконец, неохотно сказал. «Уже